Привет! В этом видео вы сегодня узнаете, Татьяна, как мент принимает решение о возбуждении уголовного дела за картинки в интернете, как карты Таро повлияли на профилактику запрещенных религиозных учений в РФ, почему российская юриспруденция антиинтеллектуальна, как сотрудник полиции использует конфискованную кофемашину и почему конструктор Лего хуже российских законов. На эти и многие другие вопросы отвечу в этом видео при помощи всего лишь одного российского закона. Итак, в российском уголовном праве есть блок законов, которые посвящены политике. В старые добрые коммунистические времена такая категория преступлений называлась антиконституционными. Сейчас они называются антиконституционными. Иногда мне трудно привыкнуть, как перестройка и постперестройка перевернули нашу историю. Так вот, еще такие преступления, совершенные из политических мотивов, называют экстремистскими. Еще есть преступления, совершенные также из политических мотивов, их называют террористическими преступлениями. Но в современной России экстремизм и терроризм как правовые категории помещены по соседству. Зачастую экстремистов для пущей убедительности еще называют пособниками или пропагандистами террористических учений. Что такое экстремизм? Ответ на этот вопрос дают многие правовые акты, однако все они ссылаются на один и тот же. Именно он нам сегодня и поможет разобраться со всеми такими сложными вопросами. Это так называется Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. И знаете, это очень особенный закон. Знаете, есть особенные дети, есть особенные военные операции, есть особенные законы. И наш случай как раз из таких. Зачем он был написан? Он был написан для того, чтобы сформулировать все те правовые понятия, которые будут использовать сотрудники правоохранительных служб в своей работе по борьбе с преступниками, выступающими против Конституции. Ну, так это сформулировал закон. Однако получилось, как получилось. А, Сейчас что мы имеем? Основная содержательная часть закона помещена сразу же в первую статью. Остальные представляют собой феерию, и никто к ним не отсылает вообще. Все профессиональные юристы, сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета и правосудия предпочитают заканчивать работу на первой же статье. О чем она? Она как раз и дает все те правовые, ну, то есть легальные понятия, которые необходимы, чтобы отделить гражданскую позицию от преступления против конституционного строя. Возможно, кто-то из вас скажет, что я придираюсь к акту. Что ж, ну, давайте посмотрим на текст этой нормы. Первое же определение раскрывает понятие экстремистской деятельности. Но прежде чем я к нему перейду, обратите внимание, сейчас вы перед глазами видите, ну, просто пример. То есть я просто в качестве примера привел статью 15 данного закона. Галочками я тут отметил просто упоминание слова терроризм в одном и том же законе. Знаете, таких упоминаний по закону, в принципе, еще навалом. Этим отличается экстремистское законодательство. Оно очень весело, рубит с плеча. Ну, давайте, в принципе, мы пропустим этот момент, так уж и быть. Вот оно, вступление в этот закон из консультанта. Первая же статья. Ну что ж, читаем. Первое же определение раскрывает понятие экстремистской деятельности, ну то есть экстремизм, это равносильное понятие. Вы можете его видеть перед собой. В чем проблема этой формулировки? В определении дано перечисление действий, которые закон считает экстремизмом. В первой же клаузе читаем: экстремизм– это насильственное изменение основ конституционного строя или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за исключением бла-бла-бла. То, что перечислено в качестве исключений, а именно редемаркация, делимитация, демаркация госграницы– это деятельность, которая, как правовая процедура, имеет смысл лишь на межправительственном уровне. То есть сторонами таких действий могут быть только государства. В российской же уголовной доктрине лицом уголовной ответственности является человек, ну, то есть физическое лицо. Ни юридическое лицо, ни правительство какой-либо страны, да, действию уголовных законов России не подлежат. Таким образом, содержание этого исключения просто бессмысленно. Если бы его не было, это ничего не добавило, не лишило бы в этой клаузе. Это добавление не имеет смысла с точки зрения пределов регулирования. То есть этот комментарий не порождает правил.
зачем ему быть в законе? Это то же самое, если бы после этого же текста шел, например, за исключением случая поедания жареной обувной подошвы. То есть это буквально равносильный пример. Ам, Давайте двигаться дальше. Ам, Клаузы, в принципе, со второй по восьмую не вызывают вопросов с точки зрения дизайна текста. На всякий случай я поясню, что такое клауза, чтобы вы понимали. Ну, здесь вы, кстати, видите список статей, то есть оглавление данной нормы. Норма очень коротенькая, по российским меркам 17 статей. Это очень-очень мало. Ам, Обратите внимание, закон демонстрирует гигантское количество очень интересных, ну, просто очень интересных вещей, то есть просто очень интересных штук. Вы можете поставить на паузу и просто сами прочитать. Это и есть то, что я изначально назвал как феерия. Ам, Объясняю, почему я здесь приостановился, немножко приостановил свой обзор. Дело в том, что я хочу вам немножко пояснить, что я имею в виду под клаузами, то есть чтобы у вас не было путаницы и такой, казалось бы, немножко развлекательный обзор, он все-таки составлял определенную образовательную часть. Итак, еще одну интересную часть пропустили. Итак, да, с точки зрения юридического дизайна иногда у нас есть гигантская норма, которая представляет из себя большое одно предложение на кучу абзацев. Вот ситуация, когда у нас крупный синтаксис разрублен, скажем так, на вот такие вот абзацы-кусочки. Ну, кстати, не обязательно они абзацы-кусочки. То есть, например, клауза может быть в просто тексте большой нормы. То есть это не обязательно на дизайне выглядит так же, как на этом слайде. А, Тут я выделил, собственно, с первой по восьмой клаузы, то есть, как они представлены по тексту. Вот, с второй по восьмой представлены такие довольно-таки емкие по объему и формулировкам. Итак, они не вызывают на самом деле вопросов с точки зрения дизайна текста, вы можете остановиться, подробнее их почитать. Данные разновидности экстремистских деяний, как может показаться, имеют очень абстрактные и неконкретные формулировки, но так только вам кажется. Дело в том, что право должно предлагать предписание, которое, с одной стороны, предельно широкое по охвату, но с другой стороны, оно же и должно быть конкретным, иначе может быть ну, иначе у нас может возникнуть ситуация, когда у нас любого человека отлавливают по существующей норме. Необходимость сочетать в предписании эти две противоречивые тенденции– это залог хорошего юридического дизайна, дизайна юридического текста. И есть способ решения этой проблемы путем составления более узких подзаконных актов. Эти короткие формулировки преобразуют в обширные комментарии. Где их можно найти? Два таких источника. То есть либо вы отслеживаете отраслевые ведомственные всякие записки, приказы, распоряжения, то есть ну, подзаконные акты, либо вы смотрите на судейское правотворчество, которое отражено через судебные решения, определения, где рассматриваются какие-то конкретные случаи, да, где закон, скажем так, в силу специфики обстоятельств не работает. И вот совокупность, да, всех этих актов, она формирует, скажем так, доктрину, то есть определенное учение, в том числе и учение о применении этой нормы. Проблема нашего закона, который мы сегодня рассматриваем, в том, что, с одной стороны, это очень популярный закон, это очень распространенный закон, но с другой стороны, при этом к нему очень мало таких вот источников, которых я немножко неправильно назвал доктринальными источниками. Ам, То есть то, что мы сейчас наблюдаем, практически наблюдаем на слайдах, это, ну, буквально та точка, в которой мы находимся, точка регулирования. То есть вот настолько все плохо. Я, соответственно, не смогу вам показать того, чего нет. Поэтому, ну, пукс, ренька, извиняйте. А, Давайте посмотрим. Все, закончилась эта глава. Давайте перейдем дальше. Кто-то спросит меня, а при чем здесь Таро? То есть это может показаться неуместной шуткой или гиперболой, но при отсутствии точных критериев преступности они определяются на глазок. И происходит это по аналогии с Таро. Допустим,
Мы следователь, который разрабатывает молодой канал юридических подкастов на уголовный состав. Мы смотрим на клаузу про высказывание, вспоминаем, что автор пошутил про ливанский кедр и думаем, а стоит ли того? Затем мы заходим на рандомный сайт Старо, выбираем гадание по 3 картам. Ну, вы скажете, бля, чувак, хватит тянуть время, рассказывай про юриспруденцию, как работает следователь. Но следователь знает не больше вашего, ему нужно посовещаться с духами. Итак, на рандомном дешевом сайте я получил такой расклад. Напоминаю, как это работает. Надо загадать тематику вопроса, достать 3 карты и дальше их трактовать. Ну, как с законами. Я представил, что я юная следовательница и раскручиваю юриста с Ютуба. Сначала у нас что выпало? Ну давай, камон, показывайся. Э, Ну давай, слайд. Да, вот, у вас перед глазами сначала выпало 2 чаши. Давайте почитаем описание. Основной темой является партнерство. Клиент или уже имеет связи с кем-то влиятельным, уважаемым, надежным, или ему предстоит такое партнерство. Конечно, речь может идти и о любовном романе. Карта предсказывает в этом случае длительное счастье. Но в деловых отношениях клиента и его партнеров ожидает взаимопонимание и плодотворное сотрудничество, а также разрешение профессиональных разногласий. Ну, отлично, отлично. Что я тут могу сказать? То есть ублюдок будет сотрудничать со следствием. Его можно оставить в СИЗО и раскручивать как фигуранта в других случайных делах. Это, знаете, очень хорошее начало. Давайте посмотрим, какая 2 карта. Так, 2 карта. Король, жезлы, при этом перевернутые. Олицетворяет собой ссору, конфликт, непонимание, подвешенное состояние, отсутствие опоры под ногами, необузданный человек, эгоистичный, вспыльчивый, упрямый, не обладает достаточным жизненным опытом. Из-за всех этих качеств карта не советует иметь с ним близких отношений. Ну, то есть стукач-то пиздло оказался. Ну, хотя, хотя это я стукач. Да. Тут еще написано про то, что с начальством все сложно. Я даже на секунду, знаете, задумался. Так звучит, будто эти 2 карты вместе как бы описывают мою ситуацию сначала как следователя, а потом как фигуранта. Это весьма, знаете, стройно. Я тут подумал, а если ты сразу загадала ситуацию, где ты сам участвуешь в 2 ролях, и после этого не выпала карта, ну, типа самоотсоса. То есть, получается, можно одно предсказание на 2 толковать. Ну, люди же делают расклад на романтику, верно? В общем, получается, дело сулит сложные рабочие отношения. Надеюсь, ну, как-то 3 карта все это упростит. Итак, 3 карта. Ага. Тоже перевернутая, причем безумный перевернутая. Глупость, ошибка, неудачный выбор, апатия, застой, обман, предательство. Взгляните правде в глаза и начните действовать разумно. Поменяйте планы на более реалистичные. А, Кстати, очень философская карта. Да, и, вот 3 карта весьма однозначно советую даже не возбуждать уголовное дело против дурачка. Слишком бесперспективна эта затея. Дело, видимо, потом развалится в суде. И вот как-то так. Теперь вы зато знаете, как проводится проверка по наличию признаков состава преступления сотрудниками правоохранительных служб. Ну что ж, еще надо кое-что вам поведать об этом законе. Он ну, как я уже говорил, он очень короткий, и 17 статей для федерального закона это крайне мало, учитывая его вес для правового тезауруса. Давайте вместе смотреть на огонь, пока я рассказываю. По сути дела, что мы имеем в этом законе? Нам вначале дают 4 определения, то есть там буквально 4 определения. Если вы невнимательно смотрели в начале, когда я показывал первую статью, там буквально 4 определения и все, которые важны в целом для Уголовного кодекса, причем они важны для целой главы Уголовного кодекса.
А потом идут предписания для религиозных организаций. И это не шутка. Среди моей аудитории есть люди, которые думают, что я просто сижу, прикалываюсь. Откройте этот закон в консультате, посмотрите сами, что там написано. Заведите друзей в полиции, спросите у них, как они находят признаки преступлений в картинках в интернете. Это звучит дико, но вы перестанете спать по ночам, когда узнаете, что это правда. Хтонь за спиной. Я хочу вам рассказать еще о двух интересных чертах этого закона. Во-первых, это пример такого нормативного правового акта, где адресатом написанного является не случайный гражданин Иванов, нет. Этот закон обращен к среднему сотруднику правоохранительной системы. Как такое можно заметить? Обратите внимание на статью 2 закона. Кстати, у меня тут где-то, мне кажется, был слайд. Да-да-да, вот-вот-вот. Обратите внимание на вот этот кусочек. Ам, Что вы тут уже видите, да? Здесь есть определенное перечисление каких-то принципов, да, там, например, законность, гласность. Давайте вместо того, чтобы просто выдавать базу, я вам предложу домашнее задание. Откройте дома Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, там можете Закон о полиции. Открывайте статью про принципы, они всегда где-то в начале. Если вы считаете такое перекрестное цитирование слабым доводом в пользу направленности статей на именно полицейских, тогда откройте профессиональный комментарий этих норм уже от судьи Лебедева. Это такой председатель Верховного суда и России. И читайте, какую оптику предпочитает применять судья. То есть от чего лица и симпатизируя кому в профессии он любит рассуждать, толкует эти права, эти нормы, извиняюсь. А вообще, на будущее, есть такое юридическое правило большого пальца, такое правило буравчика, если хотите. Если в законе есть слово профилактика, особенно если она выведена в отдельную статью, значит, писали для ментов. То есть это такой дедовский способ проверять. В законе есть интересная статья, она у вас тоже перед глазами, где сказано, что Библия, Коран, Танах, Ганжур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Веселая норма на самом деле, то есть законодатель осведомлен о позиции фараона по еврейскому вопросу, он знает, как Иисус сравнивает с собаками мать и дочь одного нееврейского племени, он знает о застольных речах Иисуса Навина, о детях Иерихона. Законодатель знает, что будет с неверными, что они приняли закон Всевышнего. А вот про Танах хочу сказать, хорошая книга. И банк мой тоже хороший. Ганджур звучит как печенье, которое я бы не стал есть. Еще в законе упоминается интересный правовой инструмент. Давайте вернем огонь. Я так хочу тепла. О, отлично. В декабре самое то. Этот закон называется «Внесение предупреждения религиозной или общественной организации». В целом, вот все эти остальные 15-16 статей, которые остаются в законе, не считая первой, они примерно вот посвящены именно этому механизму. Закон писался еще в далеком 2002 году, тогда еще не было клеймления коров через иноагентство, поэтому справлялись как могли. Например, можно было вредных общественников, цитата, предупредить. В чем прелесть этого предупреждения? На его основании могут просто ликвидировать твою организацию директивно. То есть какой-то прокурор щелкает пальцами, вжух, и ты забанен в РФ. И это называется предупреждение. Оно как клеймо просто висит на тебе до тех пор, пока ты его не обжалуешь в суде. То есть получается такая, как бы не обязательная, но на самом деле обязанность, иначе ты просто не сможешь вести свое дело, идти и судиться. То есть это такой подлинный механизм выдавливания неприятных общественников и религиозных деноминаций в эпоху медленного интернета. Что ж, теперь я должен ответить на вопрос из начала видео. Почему же так получилось, что российская юриспруденция так без уба в интеллектуальном плане?
Сегодня мы увидели, что порой доктрина откровенно скудна на предписания. Ранее я говорил, что закон может быть по содержанию весьма пространен, и должен он дополняться актами компетентных органов и суда. Тут, конечно же, предпочтение надо отдавать суду, как стороне наименее предвзятой в правовой дискуссии. В России правосудие осуществляется на основании внутренних измышлений судьи. При этом в решении по делу, от него законом не требуется порассуждать о природе рассматриваемого правоотношения. В России нет высшего образования для судей, то есть сами себе представьте, на парикмахера надо выучиться, а на судью не обязательно. Кадровая традиция состоит просто в пожирании вышестоящими судами лучшего человеческого материала из нижестоящих инстанций. По законам о судебной системе и высших судах последние определены как высшие звенья судейской иерархии, правовые позиции которых обязательны для нижестоящих судов. Получается такой внутрипрофессиональный патернализм, где вышестоящие судьи заинтересованы, скажем так, ладно, косвенно заинтересованы в некомпетентности нижестоящих судей. А ведь именно они являются рабочими лошадками правосудия, именно вот эти нижестоящие суды. Именно через них проходит большинство судебных дел в стране. Ну и как с такими картами на руках иметь хорошую игру, спрашивается. Получается, российская профессиональная юридическая среда не имеет должных стимулов к развитию. Ну и в завершение надо объяснить, почему конструктор Лего хуже российских законов. Мне чаще всего пишут в комментариях, что и так все понятно с нашими законами, суды не работают, надежды нет. Люди приходят меня переубеждать в том, что увлечение правом — это пустая трата времени. На это я вот что хочу ответить. Пока в мире есть 30-летние лбы, готовые тратить деньги с получки, да, самое ужасное, тратить деньги с получки на конструктор Лего, с набором в виде дивана, чтобы потом положить вот этот леговский диванчик, пылиться рядом с большим диваном. Вот пока такие люди есть, мне не стыдно иметь в качестве хобби и жизненного интереса право. Лего за эти 20 лет, ну, ни в чем не изменилось. Сегодня мы рассматривали старенький закон из 2002 года, который пахнет древностью нулевых, причем даже для неюристов. Кому-то по душе принюхиваться к, пылесборнику в виде дивана, мне по душе ковыряться в этом циничном мутанте российского законодательства. Это такое мое guilty pleasure. Ну, а вам спасибо за внимание. До свидания.